Жизненные беды порой сильно тянут нас на дно, и бывает в прямом смысле этого слова. Одним солнечным днем Меган кормила свою лошадь и размышляла о предстоящем обеде. Но какие-то странные звуки заставили Меган бросить свое занятие. Дело было недалеко от реки, и казалось, что звук шел именно от воды. Меган подошла к берегу и увидела в воде кошку. Бедолага мяукала и не спешила уходить с места, как бы Меган ее ни звала. Кот упорно не хотел уходить с этого места, и девушка никак не могла понять, почему, пока женщина не встала на другое место и не увидела ужасное. Котенок не просто сидел на одном месте, он едва держался на плаву, будучи привязанным каким-то странным тросом. Меган запаниковала, так как в глазах бедного котенка читалось отчаяние, и было понятно, что долго животное не продержится. Но добраться до него было нелегко, речка была глубокой, и нужно было позвать на помощь кого-либо еще. Благо крики о помощи услышала подруга Меган Джессика, которая подошла посмотреть, что случилось. Отважная девушка, ни секунды не раздумывая, шагнула в глубокую речку и двинулась в сторону попавшего в беду котенка. Захватив животное вместе с достаточно тяжелым привязанным к нему предметом, Джессика бросилась на берег и доставила котенка в безопасное место, вытащив на берег и странный камень, который был привязан к тросу. Увиденное оказалось еще ужаснее, чем выглядело вначале. Кот был привязан шнуром от электропилы, бедолагу просто связали этим проводом и кинули в речку, чтобы плитка служила достаточным для погибели грузом. Благо кот оказался очень живучим, и шокированные Меган и Джессика отправились в ветеринарную клинику. На месте сказали, что у кота нет никаких микрочипов, и личность владельца установить нельзя. Однако у котенка были оборваны участки шерсти, усы и даже ресницы, что определенно наводило на мысли о сумасшествии его хозяина. Местная организация по охране животных пообещала, что проведет расследование в поисках этого человека. А что же с котенком? С ним все хорошо, его теперь зовут Сплэт, он живет у Джессики и блаженно мурчит во сне. Теперь его жизнь в безопасности, никакие животные в человеческом обличии не достанут его. Жизнь маленького пушистого комочка теперь абсолютно светла и безоблачна. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.